Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня ресивер Yamaha AX450. Этот аппарат я делал года 2 или 3 назад. Он поступил точно с таким же диагнозом. Не включается. Сейчас пробую его включить, и никаких реакций на это нет. При нажатии кнопки не слышно щелчка реле включения. В прошлый раз я просто поменял предохранитель в трансформаторе, но этот раз, наверное, что-то еще есть. На плате блока питания здесь установлен два предохранителя. Сейчас я их прозвоню. Так, это рабочий предохранитель. И следующий. Тоже цел. С предохранителями все здесь нормально. В прошлый раз проблема была с ним в том, что был оборванный предохранитель термо, включенный последовательно первичным обмоткам силового трансформатора. Сейчас я его прозвоню. Это первичная обмотка трансформатора. И ничего нет. Опять оборванный предохранитель. Я знаю этого товарища, он к такой аппаратуре относится архиплохо. Я в прошлый раз отполировал этот усилитель полностью, чистенький, а сейчас принес как будто с помойки. Ну как, относится к своей аппаратуре, так она и будет работать. Но это все проза. Сейчас нужно снимать трансформатор. Трансформатор здесь, конечно, качественный, заводской, что тут говорить. Фирма есть фирма. Так, под горой на этом ничего не видно. Тяжелый массивный трансформатор. И вот в этом месте, сейчас я приближу камеру, я оставил этот предохранитель. Прямо туда затолкал его. Взял выводы, чтобы не разбирать трансформатор. Этот трансформатор разобрать можно, но собрать навряд ли. Так качественно, как собрано здесь на заводе. Попробую еще камеру ближе, чтобы показать, где стоит этот предохранитель. Так, здесь. Прямо к обмоткам он. Вплотную. И к выводам первичной обмотки трансформатора. Вот. Вот так он установлен. Немножко пришлось попортить корпус самого трансформатора, отломал несколько пластиковых этих ламелек. Ну, я не думаю, что это на скорость как-то повлияет. Работа этого трансформатора. Работал он этих несколько лет. Проверяю предохранитель. Ну, не звонится он. Я еще раз говорю, он включен последовательно с первичной обмоткой этого трансформатора. Ну, лучше этот предохранитель, конечно, чем сгорит весь трансформатор. Его перемотать, ой, сколько это нужно сил затратить. Хорошо, меняю сейчас предохранитель. Вытянул я этот предохранитель. Здесь он на 160 градусов, 10 ампер, 250 вольт. Ничего не звонится. Проверяю тестер. Предохранитель не рабочий. В обрыве. Ну, сейчас вместо него поставлю такой же новый. Этот термопредохранитель имеет такие же параметры. 160 градусов. 250 вольт, 10 ампер. Звонится нормально. Сейчас останется его туда установить внутрь в корпус и подпаять. Трансформатор я установил на место, но, к сожалению, ресивер не включился. Не включается и реле на плате управления и сброса. Сейчас померяю напряжение на этой плате. Здесь
на выводах микросхемы IC402 между выводами 7 и 14. Здесь должно быть в пределах где-то 7 вольт, а есть половина, 3,5. А на выходе, это на конденсаторе C411, 9 вольт. Еще раз туда попасть тяжело. Ну, попробую еще. Конечно, ремонтировать этот блок в ресивере очень тяжело. Быстрее всего я сейчас что сделаю? Вытяну эту плату на стол, и там уже буду подробно с ней разбираться. Ну, на первом этапе заниженное напряжение на микросхеме. Вот, 3-4 вольта вместо 7. Половину напряжения от необходимого. Вот сейчас еще раз плату показываю. Ну как туда залезть с осциллографом или паяльником? Монтаж достаточно плотный, так что лучше снять плату. Она здесь крепится на 2 винтах к задней части корпуса. И там еще и должен быть один саморез внутри. Сейчас откручу саморезы и плату на стол. Вытянул я плату на стол и для проверки собрал вот такой стенд. Это латтер, переходной трансформатор, гальваническая развязка для осциллографа. Ну и плата. Сделаю вот такой разъем для удобства. Ну и плату можно будет измерять прямо здесь на столе. Вот такой небольшой стенд. Ну и еще, конечно, мультиметр. Без него куда уж. Итак, приступаем к работе. Опять проверяю напряжение на 7 и 14 выводе микросхемы IC402. Все те же 3,3 вольта. Хорошо, сейчас я его померяю еще напряжение на выходе этого блока, то есть на конденсаторе C411, что он там покажет. Меряю на конденсаторе C411 9,8, ну 9,9 вольта. А еще раз на выводах микросхемы 14 и 7. Что у нас здесь покажет? Те же 3,3 будем говорить вольта. Итак, что здесь может это напряжение занижать? Возможно, не работает и сама микросхема. Здесь TC4013, она же CD4013, наша 561TM2. Возможно и она, но корпус холодный. Как правило, если там какое-то замыкание по питанию, эта микросхема будет греться. Возможно, оборванный конденсатор C406. Есть под подозрением еще стабилитрон D405 и диод D6. Емкость проверить конденсаторов C405 и C409. Вот такие сейчас планы. Вот это все нужно будет проверить. И начну я с микросхемы. Выпаю микросхему. Если напряжение будет в норме, значит проблема в микросхеме. Если нет, то тогда буду смотреть эту обвязку. Выпаял я микросхему. И сейчас проверю без нее, какое напряжение будет. Здесь в данном случае уже буду проверять на конденсаторе C406. В принципе, можно, где были раньше выводы микросхемы. Возможно, не работает сама микросхема нерабочая. Так, включаю в сеть и смотрю, что у меня сейчас будет. А что было, то и осталось. Ну, было 3,3,
а стало 3,5 вольта. То есть неисправность осталась прежней. Значит, микросхема быстрее всего рабочая. Ну уж не гадать, можно просто взять, сейчас у меня есть тестер для цифровых микросхем, это программатор TL886. Я ее сейчас поставлю, там есть тест цифровых микросхем. И сразу посмотрю, рабочая она или нет. Подключаю вот на программатор к компьютеру. Итак, запустил я программу. Сейчас выбираю функции диагностики цифровых микросхем. Можно здесь выбрать функции определения микросхемы. Сейчас я так и сделаю. Вот он нашел. 4013. В принципе, и так понятно, что это 4013. Сейчас выбираю эту микросхему. Вот логические уровни какие-то должны быть на микросхеме рабочие. Запускаю тест. Он показывает, микросхема полностью рабочая. Никаких проблем с этим нет. Ну, еще раз подтвердил, что работает и работает. Хорошо. Буду смотреть, что там дальше. Проверяю конденсатор C406. Емкость здесь в норме. Сейчас посмотрю. Резь тоже нормально. Параллельно, последовательное сопротивление. Все в норме. Претензий никаких этому конденсатору пока нет. Дальше мои действия. Нужно проверить диод D406 и стабилитрон D405. Проверяю. Конденсатор еще пока не запаяю, потом все запаяю. Вот тут стоит этот диод и стабилитрон. Не вместе. Что покажет сейчас эти измерения? Значит, это у нас стабилитрон. Ну, звонится-то он нормально. А что он стабилизирует? Так, а диод? Диод тоже прозвонится нормально. Еще раз стабилитрон этот посмотрю. Да нет, все нормально. Все равно сейчас я ее выпаяю. Проверю или проверю с заменой и заодно запаяю конденсатор C406. Поменял я стабилитрон, запаял конденсатор. Микросхему пока еще я не ставлю. Сейчас без микросхемы посмотрю, что будет. Напряжение здесь поменялось что-то или нет. Так, сюда. Ближе. Не знаю, видно на камеру или нет. Включаю сеть. Меряю напряжение на конденсаторе C406. О, 7,4 вольта. Это совсем другое дело. Значит, вся проблема была именно в этом стабилитроне. Неисправный был стабилитрон D405. Он 10-вольтовый. Нормально, проблем нет. 7,4. А что будет на выходе без микросхемы на конденсаторе C411? Сейчас я немножко отключу, чтобы аккуратно перекинуть плату.
без напряжения. Так, и с этой стороны померяем. Было у меня раньше 9,9 вольт, а сейчас без микросхемы что? А сейчас 16 вольт. Ну, не работает микросхема. Это понятно. Затвор транзистора Q404 тоже в воздухе. Тоже непредсказуемый, что там этот транзистор, в каком состоянии. Вот такие дела. Сейчас запаяю микросхему и посмотрю, что там уже будет с этой микросхемой на выходе. Должно быть в районе 10 вольт. Установил я уже микросхему на свое рабочее место и буду измерять на ней сейчас напряжение между 7 и 14 выводом. Что он нам покажет? Включаю в сеть. 6,9, 7 вольт. Ну, отлично. Выключаем. Сейчас с этой стороны на C411. Что здесь за напряжение у нас? Микросхема работает. Должна быть уже стабилизация. 10 вольт. В принципе, все то, что и по схеме. Ну все, блок питания работает нормально. Оказывается, вся проблема была это в стабилитроне D405. После его замены блок начал нормально работать. Знаю, сейчас включу его уже в ресивер и там уже окончательно посмотрю, работает он или нет. Пока плата еще подключена к стенду, я еще сниму осциллограммы на выводах микросхемы. Это третий вывод. Это на пятом выводе. Сейчас зацеплюсь. На выходе триггера. Это первый вывод. Вот такие сигналы тут поступают с этой микросхемы. По этому ремонту есть некоторые вопросы. Хотя клиент говорит, что ресивер работал, потом отключился и больше включить не смогли. Уже понятно, проблема с стабилитроном в блоке питания. Но как мог одновременно выйти из строя стабилитрон и термопредохранитель силового трансформатора? Не вижу никакой связи. Наверное, клиент умалчивает, что после отключения аппарата применяли все народные методы восстановить мертвеца. Это неоднократное включение в сеть, нажатие кнопок, притом всех подряд. В этом ритуале, как правило, участвуют все родственники, знакомые и соседи, которые имеют какое-то отношение к электричеству. Владелец явно бывший партизан. Сколько спрашивала, открывали аппарат, пробовали ремонтировать. Один ответ – не знаю. Ну ладно, это не столь важно уже теперь. Но все равно хотелось бы сейчас немножко пройтись по схеме и сделать небольшой анализ ремонта. Итак, смотрим схему. Чтобы было более понятно, на схеме микросхему TC4013 нарисовал согласно требованиям правил условно-графическим обозначением цифровых микросхем. Получилась такая схема. Уже сразу видно, куда подключены выводы триггеров. Применяется только один из двух триггеров. Второй вот этот я тоже уберу, чтобы упростить схему на время рассмотрения. Итак, схему сейчас разделим на отдельные части. Блок питания. Контроль сетевого напряжения. Схема сброса.
и драйвер включения силового трансформатора. Вот так разбитая схема на отдельные участки, и каждый этот участок схемы буду я рассматривать отдельно. Начну с блока питания. Переменное напряжение 220 вольт через конденсатор C405 и 409 поступает на стабилизатор напряжения 7 вольт. Выполнено на стабилитроне D405 и диоде D406, конденсаторе C406. С конденсатора C406 напряжение 7 вольт поступает на 14 вывод микросхемы TC4013 и через стабилитрон D404 резистор R411 на светодиод оптопары IC401. Управляющие импульсы стабилизации напряжения на выходе трансформатора T401 формируются на микросхеме IC402. С первого вывода этой микросхемы импульсы поступают на затвор транзистора Q404, сток и сток которого включен в диагональ диодного моста D408. Таким образом, через этот узел подключен вывод трансформатора к сети 220 вольт. Второй вывод этого трансформатора уже напрямую подключается тоже к сети переменного напряжения. По сути, транзистор и диодный мост здесь является аналогом потенциометра, включенного в первичной обмотке силового трансформатора в сеть 220 вольт. К вторичной обмотке трансформатора подключен диодный мост D410 и сглаживающий конденсатор C411. Напряжение сети нестабильно на первичной обмотке трансформатора, что приводит к изменениям напряжения и во вторичной обмотке. Соответственно, будет изменяться постоянное напряжение на выходе блока питания. Для поддержания стабильного постоянного напряжения 10 вольт на конденсаторе C411, от которого запитана схема управления ресивером и реле RV401, введена обратная связь. Выполнена на стабилитроне D407 резистор 416 и оптопара IC403. Итак, сейчас рассмотрим, как работает стабилизация выходного постоянного напряжения. Стабилизация выходного постоянного напряжения работает следующим образом. RC-цепь R413, конденсатор C407 формирует импульсы с частотой 50 Гц, поступающие на третий вывод триггера синхронизация. Вывод пятый подтянут через резистор R414 к плюсу питания 7 вольт и устанавливает на Daylight вывод 5 высокий уровень. Наличие логического ноля или единицы зависит от транзистора оптопары IC401. Если напряжение на конденсаторе C411 будет больше, чем 10 вольт, этот транзистор оптопары открывается, для триггера будет логической 0. Также на выходе триггера вывод первый тоже логический 0. Транзистор Q404 закроется. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора уменьшится, что приведет к уменьшению напряжения и на конденсаторе C411. Если напряжение на конденсаторе C411 будет ниже 9,9 вольт, транзистор оптопары закроется. Так как последовательно светодиоду здесь стоит стабилитрон на 9,1 вольт и резистор R416. Стабилитрон здесь стоит на 9,1 вольт. То есть, если будет напряжение ниже этого порога, стабилитрон просто закроется. В этом случае на выходе пятом Daylight появится логическая единица, которая по фронту синхроимпульса, третий вывод, запишет триггер единицу. На первом выводе будет высокий уровень. Откроется транзистор Q404.
напряжение на вторичной обмотке трансформатора увеличится. Таким образом поддерживается постоянное напряжение на выходе стабилизатора. Контроль сетевого напряжения выполнен на оптопаре IC401 и транзисторе Q403. Контрольным напряжением является напряжение на конденсаторе C406. Если напряжение на конденсаторе C406 будет 7 вольт и выше, засветится светодиод и откроется транзистор оптопары IC403. Транзистор Q403 закроется. Напряжение 5 вольт, поступая через резистор R405 на разъем CB401, разъем PDET. Это будет команда для процессора управления IC502, там вывод 73, что сетевое напряжение 220 вольт в норме. В то же самое время напряжение 5 вольт через диод D402, резистор R406 поступает на коллектор транзистора Q403 и катод диода D401. Диод D401 будет заперт. На базу транзистора Q402 поступает короткий импульс по цепи R403 и конденсатор 402. Транзистор открывается на короткое время, происходит сброс процессора управления. После этого высокий логический уровень через резистор R401 поступает на базу транзистора Q401, который открывается и подключает реле RW401, контакты которых подключают вывод первичной обмотки силового трансформатора. Ресивер включается. Вот так вкратце работает схема этого блока. Но вот становится все же вопрос. Так почему ресивер не включился? Когда напряжение на выходе блока питания на конденсаторе C411 было 10 вольт. Хотя напряжение питания микросхемы 3,3 вольта, она будет работать, так как по даташиту нормальное питание микросхемы TC4013 от 3 до 18 вольт. Как вы видели, блок питания и работал нормально. А сейчас смотрим цепь. Стабилитрон D404, резистор R411 и светодиод оптопары IC401. По схеме видно, что стабилитрон D404, стабилизация у него на уровне 6,8 вольта. Значит, он откроется только тогда, когда напряжение будет выше этого значения, то есть 7 вольт или выше. С этого следует, что напряжение 3,3 вольта на конденсаторе C406 детектора напряжения сети и сброса работать не будут, так как для них в этом случае команда «заниженное напряжение в сети». Вот поэтому ресивер не включился. Работу с основной схемой детектора напряжения и сети и сброса можно проверить следующим способом. При условии, что все блоки рабочие, замкнуть выводы коллектор и эмиттер транзистора оптопары, и ресивер при нажатии кнопки Power должен включиться. Вот такой получился краткий разбор данного дефекта ресивера. Ресивер собрал, он работает. Работы, конечно, около него еще океан и море. Опять нужно все очистить, почистить. Ну вот, переключается. Долго не буду на одной станции. Нужно переключать, потому что YouTube за этим смотрит строго. Так, еще одну станцию. Тільки хіти. Ну вот такой получился ремонт.
Повторка через 2 года. Не знаю, насколько хватит его. Еще после этого ремонта с таким эксплуатационным подходом. Работы, конечно, здесь огромная туча. Вот даже ножку нужно сделать. 3 есть, 1 нет. Ну где потеряли? Куда дели? Хотя бы принесли, я эту подклеил бы. Нет, нужно сейчас что-то чудить и делать. Ну ладно, это я уже сделаю потом. Итак, ребята, будут вопросы по этому аппарату? Задавайте. Всем удачных ремонтов и до новых встреч на моем канале.